Луна — это не просто спутник Земли, а один из самых ярких и загадочных объектов на ночном небе. Ее мистическая красота и таинственность веками вдохновляли людей, становились объектом мифов, легенд, астрологических верований и научных исследований. На протяжении веков Луна оставалась для человечества загадкой, которую хотелось разгадать. Однако только в 20 веке, благодаря развитию космических технологий, человек получил возможность приблизиться к пониманию ее природы. Первыми шагами стали наблюдения с Земли, затем запуск автоматических аппаратов и орбитальных спутников. В 1969 году человечество впервые ступило на Луну. Это событие стало поворотным моментом в истории науки и техники. Но даже после этого открытия многое осталось неизвестным. Как сформировалась Луна, какие ресурсы она содержит и есть ли на ней вода, которая могла бы стать ключевым ресурсом для будущих колоний. Современное научное сообщество сосредоточено на том, чтобы понять распределение воды на Луне. Ведь вода — это не только источник жизни, но и важный ресурс для производства топлива, выращивания растений и обеспечения жизнедеятельности людей за пределами Земли. Вопрос о наличии воды на Луне становится особенно актуальным в контексте планов по созданию постоянных баз, колоний и даже городов на спутнике Земли. Обнаружение воды на Луне стало настоящим прорывом, однако этот факт вызывает множество вопросов и спорных гипотез. Вода на спутнике появляется неравномерно, зачастую в тех местах, где ее совсем не ожидаешь. Например, в некоторых кратерах, постоянно затененных от солнечного света, температура воздуха может достигать экстремальных значений – до минус 250 градусов Цельсия, что создает идеальные условия для хранения замерзшего льда. Механизмы появления воды на Луне – это сложные химические и физические процессы, которые ученые продолжают исследовать. Одной из гипотез является то, что вода образуется в результате столкновений микрометеоритами с поверхностью спутника. Эти столкновения приносят водяной пар, который, охлаждаясь, конденсируется и превращается в лед. Еще одна гипотеза предполагает, что солнечный ветер, поток заряженных частиц, постоянно бомбардирующих поверхность Луны, взаимодействует с ее реголитом и вызывает химические реакции ИСТИ, приводящие к образованию воды. Также существует теория, что вода может быть привнесена на Луну в виде космического мусора, метеоритных частиц или даже в результате активных процессов внутри Луны, связанных с ее геологической историей. Важным аспектом является то, что вода может находиться не только в виде замерзших кристаллов, но и в виде водяного пара, сконцентрированного внутри пористых слоев реголита или в тонких слоях на поверхности. Эти гипотезы требуют подтверждения с помощью новых миссий и технологий. Начиная с первых автоматических зондов, ученые постоянно совершенствуют методы обнаружения и анализа водных ресурсов. В будущем планируется создание более точных инструментов, способных обнаружить даже самые малые количества воды и определить их точное расположение. Первые подтверждения наличия воды на Луне были получены еще в 1976 году, когда советский автоматический зонд «Луна-24» совершил успешные исследования поверхности и обнаружил в лунном грунте следы воды. Тогда это было революционным открытием, которое подтвердило гипотезу о том, что вода может существовать в виде небольших количеств внутри реголита. Однако эти данные были получены при помощи методов, которые могли быть подвержены загрязнению или ошибкам. Концентрация воды увеличивалась с глубиной, что указывало на то, что вода могла проникать из других источников или формироваться внутри грунта. Важным аспектом было то, что присутствие воды было очень ограниченным, и ее содержание могло зависеть от конкретных условий и местоположения. В 1994 году американские миссии «Клементина» и «Лунар Проспектор»
значительно расширили наши знания о лунных водных ресурсах. Клементина выявила наличие постоянно затененных областей на южном полюсе Луны, где температура остается низкой круглый год, а Lunar Prospector зафиксировал большое количество водорода в тех же районах. Это указывало на возможность существования водяного льда в виде устойчивых образований, которые не испаряются под воздействием солнечного света. Эти открытия вызвали интерес к полюсам Луны как к потенциальному источнику воды, которая может быть использована для будущих миссий и колоний. Впоследствии были проведены целый ряд дополнительных экспериментов и наблюдений, направленных на подтверждение наличия водяного льда, распределение его по поверхности и возможности добычи. Современные технологии позволяют проводить очень точные исследования поверхности Луны с помощью спутников и орбитальных платформ. Так, миссии ЛРО, лунный орбитальный аппарат, и ЛРООС, камера для исследования поверхности Луны, предоставили огромное количество данных о распределении водных ресурсов. Они выявили, что небольшое количество молекул воды присутствует в реголите поверхности, а также подтвердили наличие водяного льда в затененных кратерах. Эти кратеры, расположенные на полюсах Луны, остаются навсегда в тени, что делает их потенциальными хранилищами льда. Ученые подсчитали, что запасы воды в этих областях могут достигать порядка 600 миллиардов килограммов, что является значительным ресурсом для будущих колоний и предприятий. Дополнительно, с помощью спектроскопии и лазерных анализаторов удалось определить химический состав воды и понять ее свойства, например, концентрацию и степень чистоты. Эти данные помогают планировать добычу, транспортировку и обработку воды на Луне. Множество гипотез существует относительно происхождения воды на Луне. Некоторые ученые полагают, что она образовалась в результате столкновений микрометеоритами, содержащими водяной пар или водяной лед. Другие считают, что солнечный ветер, взаимодействуя с лунным реголитом, вызывает химические реакции, которые приводят к образованию воды. Есть предположение, что вода могла быть привнесена изначально при формировании Луны в результате столкновения с Землей или другими космическими телами. В процессе миллионов лет эта вода могла концентрироваться в кратерах и пористых слоях, а также оставаться в замерзшем состоянии благодаря экстремально низким температурам. Ученые продолжают изучать эти гипотезы, собирая новые данные с помощью автоматических миссий, а также разрабатывая новые технологии для добычи и использования водных ресурсов. Полярные кратеры Луны — это особые места, где температура остается очень низкой, достигая экстремальных значений — до минус 250 градусов Цельсия. Это обусловлено тем, что эти области постоянно находятся в тени и не подвергаются солнечному свету. Благодаря этим условиям лед, находящийся внутри кратеров, может сохраняться миллионы лет без испарения. Ученые считают, что именно в таких местах сосредоточены основные запасы воды, которые можно использовать для будущих колоний. Исследования показывают, что эти области могут служить надежными хранилищами льда, а их изучение – ключ к тому, чтобы понять, как организовать добычу и транспортировку воды в условиях экстремальной холодной среды. Недавние исследования показали, что вода также может находиться и на освещенных участках поверхности Луны, хотя и в меньших количествах. Например, обсерватория НАСА «София» обнаружила наличие воды в кратере Клавиус. Концентрация составляет от 100 до 412 частей на миллион. Эти показатели в 100 раз меньше, чем в пустыне Сахара, однако они открывают новые возможности для поиска ресурсов. Изучение таких участков требует новых технологий, так как солнечное излучение и повышенные температуры создают дополнительные сложности для добычи и хранения воды. Обнаружение воды на Луне — это не только важное научное достижение, но и стратегический прорыв для будущего человечества. Вода — это фундаментальный ресурс, который способен обеспечить автономность и устойчивость колоний, снизить затраты на доставку ресурсов с Земли и создать основы для развития космической промышленности. Питье и гигиена. Вода
Необходимый компонент для поддержания жизни астронавтов, особенно в длительных миссиях и при создании постоянных баз. Выращивание растений. Возможность выращивать еду на Луне станет ключевым фактором для долгосрочного присутствия человека, позволяя снизить зависимость от поставок с Земли. Производство ракетного топлива. Разделение воды на водород и кислород позволяет создавать топливо прямо на Луне. Это значительно сокращает затраты на транспортировку топлива с Земли, делая возможным создание заправочных станций для межпланетных путешествий. Планируется создание постоянных баз, исследовательских станций и даже городов, где ресурсы будут добываться на месте. Это позволит не только снизить затраты, но и обеспечить независимость от Земли, а также стать стартовой площадкой для дальнейших путешествий к Марсу и другим планетам. Добыча и обработка ресурсов Луны – это перспективная индустрия, которая при правильном подходе может стать основой для целых космических экономик. В частности, гелий-3 – редкий изотоп, использующийся в перспективных ядерных реакторах, может стать ценнейшим ресурсом, способным обеспечить энергетическую независимость человечества в будущем. Ресурсы Луны – это не только вода, но и богатая коллекция металлов, редкоземельных элементов, газов. Их добыча и переработка – сложный технологический процесс, требующий дальнейшего развития и инноваций. Лунный реголит содержит большое количество металлов – железо, титан, алюминий, кремний, кальций и магний. Эти материалы могут быть использованы для создания инфраструктуры, строительства и производства оборудования. Например, титан и алюминий – легкие и прочные материалы, идеально подходящие для конструкции лунных баз. Редкоземельные элементы – это ключевые компоненты для электроники, магнитных устройств и аккумуляторов. Их добыча на Луне при наличии развитой промышленности может стать очень выгодной. В условиях, когда на Земле их добыча вызывает экологические и экономические сложности, освоение ресурсов Луны становится стратегически важным. Добыча ресурсов на Луне – это не только технологический вызов, но и правовой. Международные договоры, такие как Договор о космосе 1967 года, не регулируют полностью вопросы собственности и коммерческой деятельности по добыче полезных ископаемых. Это создает правовой вакуум, который необходимо заполнять новыми соглашениями и международными договоренностями. На сегодняшний день лишь несколько стран и компаний заявили о своих намерениях участвовать в добыче ресурсов на Луне. В дальнейшем предстоит разработать эффективные, справедливые и устойчивые правила, чтобы избежать конфликтов и обеспечить долгосрочную безопасность и развитие космической промышленности. Несмотря на все преимущества, освоение Луны сопряжено с рядом серьезных рисков и технологических проблем. Эти сложности требуют особого внимания и разработки новых решений. Лунная поверхность обладает очень низким наклоном и практически отсутствием магнитосферы, что создает условия для возникновения сильных электрических полей. Заряженная пыль или реголит, благодаря своим свойствам, становится электростатической и прилипает к скафандрам, аппаратам и инструментам. Это не только мешает проведению научных экспериментов, но и создает угрозу для здоровья астронавтов. Особенно опасен эффект накопления статического заряда, который может привести к разрядам и повреждению оборудования. Для борьбы с этой проблемой ученые разрабатывают новые материалы и системы защиты, электродинамические экраны, покрытие с антистатическими свойствами, а также системы уравновешивания зарядов. Например, использование электроскопических систем, которые рассеивают заряд, или применение специальных покрытий на скафандрах, снижающих электростатический эффект. Также ведутся работы по созданию автоматических систем сбора и обработки реголита, что снизит риск для человека и повысит эффективность добычи ресурсов. В 2024 году НАСА объявила о отмене миссии Polar Exploration Rover Viper. Это было связано с задержками в разработке и сокращением бюджета.
В результате ученые потеряли важный инструмент для поиска водяного льда в южных кратерах, что вызвало опасения, что дальнейшие исследования могут затормозиться или стать менее эффективными. Однако это также подтолкнуло к поиску альтернативных решений, новых технологий и международного сотрудничества для продолжения исследований водных ресурсов. Несмотря на все сложности, исследования продолжаются. Новые миссии, автоматические платформы и инновационные технологии позволяют расширять знания о лунных ресурсах и разрабатывать планы по их использованию. Один из последних запусков — южнокорейский зонд Денури, который занимается изучением поверхности и поиска воды. Пока предварительные данные показывают, что в ожидаемых областях водяных льдов не обнаружено, однако миссия остается важной для расширения научных знаний. В 2023 году Индия успешно приземлилась на южном полюсе Луны в рамках миссии Чандраян-3. Ее цель — изучение геологического состава поверхности, поиск водных запасов и анализ химического состава. Несмотря на то, что вода в больших количествах не обнаружена, полученные данные помогают понять структуру и историю спутника. Современные исследования требуют высокой точности, надежности и миниатюризации оборудования. Используются рентгеновские спектрометры, лазерные анализаторы, дистанционные датчики и автоматические системы для разведки новых участков. Разрабатываются новые материалы, способные выдерживать экстремальные температуры, а также системы автоматического управления и мониторинга, чтобы снизить риски и повысить эффективность миссий. Обнаружение воды на Луне — это не просто важное научное достижение, это стратегический толчок для развития будущих космических программ и освоения дальнего космоса. Вода — это фундаментальный ресурс, без которого невозможна полноценная колонизация и длительное присутствие человека за пределами Земли. Открытие водяных запасов в затененных кратерах, их потенциальное использование для питья, выращивания растений и производства ракетного топлива открывает новые горизонты для человечества. Однако путь к реализации этих потенциалов осложнен рядом серьезных вызовов. Экстремальные температуры, электростатическая пыль, сложные правовые вопросы и необходимость разработки новых технологий. Все эти факторы требуют долгосрочных усилий, международного сотрудничества и значительных инвестиций. Несмотря на сложности, прогресс в области космических технологий и исследований показывает, что освоение Луны становится все более реальной перспективой. Каждая новая миссия, даже с временными ограничениями и столкновениями с проблемами, приближает нас к тому, чтобы сделать Луну частью нашей космической инфраструктуры. Вода — это ключевой ресурс, который может обеспечить устойчивое развитие лунных баз и стать стартовой точкой для дальнейших путешествий к Марсу, астероидам и другим планетам. Будущее человечества в космосе во многом зависит от наших способностей находить, добывать и использовать природные ресурсы вне Земли. Луна с ее загадками, опасностями и ресурсами — это вызов, который мы обязаны принять. В этом вызове скрыта возможность не только расширить границы человеческого знания, но и обеспечить выживание и развитие цивилизации на многие века вперед. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. До свидания.